Всем добрый день, с вами Татьяна, добро пожаловать на канал. Сегодня я хочу вам показать, как я буду вязать вот такие вот мужские тапочки. В этот раз порадуем мужское население. Свяжем для них вот такие вот следочки. Буду вязать спицами номер 2,5. На размер они у меня, сразу скажу, 41-42 я их определила. На фото я примерила на размер 41, 40-41, и они были большие, поэтому 41-42. Значит, все детали в процессе вязания я буду измерять в сантиметрах. Спицы номер 2,5. Пряжа у меня в 100 граммах акрил 250 метров. У меня было полмотка. Я отвязала вот один. И сейчас начну новый моток вязать. Совсем немножечко белого цвета. Такой вот простецкий узор подобрала. Нечего их баловать. Хотя здесь, значит, переднюю часть можно и любым жаккардом красивым связать. Это уже дело фантазии. И секционной пряжей связать. Ну, у меня были белые пуговицы, поэтому я вот такой вот простой узорчик связала. Значит, по поводу размера. Если размер нужен вам больше, что мы сделаем? Можно взять пряжу, метраж, чтобы пряжа была потолще, значит, меньше метражом, например, 200 метров, 210 метров, 170 метров, соответственно, спицы на полномера, на номер больше, и размер у вас на 1-2 сразу увеличится. Да, если вам нужен будет размер больше. Опять же, если больше размер при таком же метраже, что мы сделаем? По передней части на 2 петельки больше провяжем, по подошве вот эту вот высоту оставим такую же, по подошве на 2, и вот длину тоже на пару рядов увеличим. Так, сейчас я их, наверное, сниму. Они на манекене очень большие, я не знала прям, куда их одеть. Надеюсь, одеть. Так, вот такой вот он получается. Внешний вид у него вот так вот. Так, что у нас здесь в сантиметрах? Сразу вот скажу. Вот смотрите, от пятки, ой, в камеру не помещается, от пятки и до конца чуть-чуть подтянули 27 сантиметров. Вместе с пяткой все 28 идут. Вот так вот. Ну, а детали уже в процессе вязания, сейчас это все уже вязано, в процессе вязания буду вам замерять в сантиметрах. Сидит отлично, садится на ножку, на ногу, на лапу хорошо садится. Так что это сама. Если, конечно, широкая нога, то вот эту вот часть можно набирать больше. У меня вот, смотрите, 11 сантиметров, ну, это ж, они же тянутся хорошо. Вот так вот, значит, вот такая вот моделька. Ну что, пойдем вязать? Начинаем вязать. Значит, прежде чем вязать, я вот небольшой клубочек отмотала. Для чего? Потому что я буду вязать с двух клубочков. Что это будет у нас сейчас, чтобы было более понятно? Я буду вязать вот эту вот полосу. Одна половинка будет с одного клубочка, другая половинка с другого клубочка, потом перейду к мыску. Поэтому начну вязать с двух клубочков. Так вот, на 2 спицы сейчас наберу петельки. На каждую спицу наберу по 8 петель. Мысок у меня будет начинаться с 15 петель. Сразу скажу. Можно взять спицы на лёске. Будет немножечко удобнее, может быть, снимать и провязывать петли. Но я взяла вот обычные спицы. Так, ниточку вот так вот завела. Так, на каждую спицу набираю по 8 петель. Перекрутила. Одну завожу на нижнюю спицу, перекручиваю, и одну на верхнюю. Одну на нижнюю и одну на верхнюю. И так на каждую спицу по 8 петель наберу. Как в замедленном фильме. Так, 4, нижняя, верхняя, нижняя, верхняя, нижняя, верхняя. И опять на нижнюю завели, пересчитаем. 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7. Еще по одной осталось. На верхнюю одну и на нижнюю. Все. Так, набрала петли. Теперь одна ниточка идет на одну половинку, вторая ниточка идет на эту. Сейчас я провяжу сначала одну спицу, потом провяжу вторую. Здесь немножечко будет сложновато. Значит, так,
первую кромочную провяжу лицевой, остальные все буду вязать изнаночными петлями. Все провязываю изнаночными, кромочную тоже провяжу изнаночной. Все до конца. Последняя изнаночная, аккуратненько. Перешла на изнанку, первую снимаю, остальные все провязываю изнаночной. Так, вяжем до конца изнаночными. И последняя изнаночная. И опять переходим на лицевую сторону, продолжаю вязать все изнаночными. Значит, провяжу, сколько я рядов провяжу, потом посчитаю вот по кромочным петлям, по дужкам, чтобы у меня была одна посередине и 7 дужек у меня будет. Точно так же потом сделаю со второй спицы. Провяжу вторую спицу. У меня будет 15 петель по мыску, значит, по дужкам у меня должно быть 15 петель. Если же у вас петель будет на мысок меньше или больше, то, соответственно, считайте по дужкам. Если там, допустим, у вас будет 17 петель, чтобы вот по вот этим дужкам, по кромочному ряду было вот нужное количество петель. Значит, так, опять первую снимаю. Опять все вяжем изнаночными. Так, вроде бы с этим понятно. Сейчас провяжу эту спицу, потом вторую половинку буду вязать со второго клубочка. Так получается. Перевернули и опять пошли все изнаночными. Провязала одну половинку, теперь перехожу на вторую спицу. Значит, посчитала вот по кромочным. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот посередине это у меня будет центральная петелька. Теперь переходим на вторую спицу. Так, здесь первая провязанная у меня, я ее снимаю. Остальные все также я буду вязать изнаночными. И точно так же провяжу теперь вторую спицу. Все вяжу изнаночными. Перешли на лицевую сторону. Одну снимаю и продолжаю вязать изнаночными. Так, закончим вторую спицу и перейдем на мысок тогда уже. Вот, опять переходим вот вверх и пошли вязать дальше. Так, заканчиваем вторую спицу. Закончила я вязать вторую спицу. Значит, нашла сразу серединку. От серединки по 7 дужек у меня в каждую сторону. Теперь с помощью крючка я буду набирать петли. Так вот, буду по 2 дужки ввожу крючок, захватываю ниточку и набираю петельку. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот она 7-я. Так, снимаю. 8-я, средняя. И здесь точно так же у меня будет 7 петель. 7, 1 и опять 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, здесь я ниточку обрезала. Я ее сейчас вот подвяжу сразу. Так, теперь что я буду делать дальше? Вот эти вот боковые стороны на протяжении всего слитка я их так буду продолжать вязать изнаночными петлями. Сейчас буду провязывать вот эти 2 спицы и средний мысок. Значит, продолжаю вязать. Теперь перехожу. Здесь набрала петли, перехожу на боковую сторону. Ее также продолжаю вязать изнаночными петлями. Провязываем это изнаночными. Довязываю до конца изнаночными и по изнанке точно так же буду вязать изнаночными. Перешли на изнаночную сторону, провязываем изнаночными, а мысок я буду вязать лицевыми. Вот разница в этом у меня. Боковушки у меня изнаночными петлями, а мысок лицевыми. Теперь перешли на петли мыска. Все провязываю лицевыми. Я его буду расширять, делать добавки по лицевой стороне. Сейчас все вяжем по узору. Мысок вяжу лицевыми, боковые стороны провязываю изнаночными. Хотя если вначале вязать боковые стороны лицевыми петлями, то тогда у нас бы все провязывалось бы сейчас тоже лицевыми. Так, сейчас, значит, набранные 15 петель провязываю лицевыми и 8 с боковой стороны изнаночными. Довязали последнюю петельку, переходим на лицевую сторону. Опять боковые петли я провязываю изнаночными. Центральную часть буду вязать все лицевыми и по изнанке, и по лицевой стороне. Сейчас провяжу боковую часть и будем делать прибавки. Я пока так и оставлю на 3 спицах. Потом, когда буду уже вязать узор, перейду на 2 спицы. Так, провязала это все изнаночными. Теперь, значит, я буду сейчас расширять мысок в каждом лицевом ряду. В начале и в конце ряда буду добавлять по одной петельке. Расширю до 25 петель у меня будет. Так, первую провязала. Одну добавила. До конца ряда вяжу все лицевыми. Не довязывая одной петельки, сделаю одну добавку. Так, средняя часть, 1 петля осталась. Опять одну добавляю. Последнюю провязала. Расширили по одной петельке. Перехожу на боковую сторону, продолжаю вязать ее изнаночными. По изнаночной стороне все буду вязать по узору, без изменений. Боковые стороны изнаночными, центральная часть у меня будет лицевыми. Так, боковую сторону провязали, перешли на изнанку, вяжем все по узору. Опять перешли на лицевую сторону, боковые части провязываю изнаночными, среднюю часть делаю по краям прибавки, расширяю. Значит, расширю до 25 петель мысок. К вам вернусь и начнем вязать узор. Первую провязала, одну добавила, далее все вяжу опять лицевыми. Так, пришли в конец ряда, не довязывая одной петельки, опять делаю одну добавку. Все, мысок провязали.
он уже начинает заворачиваться, эти края. Опять перехожу на боковую сторону и продолжаю все вязать по узору. Боковые стороны у меня изнаночными петлями идут. Довязываю боковую сторону, перехожу на изнанку, по изнанке все вяжем по узору. Опять боковушки у меня изнаночными, средняя часть, как я уже говорила, у меня лицевые петли. Сейчас вяжем, расширяем вот эту вот часть центрального мыска. Я наберу 25 петель, к вам вернусь и будем вязать дальше. Закончила добавлять петли. Посередине у меня 25 петель, по краям по 8 петель. Сейчас мы это дело замеряем. Значит, боковые стороны 2,5, почти 3 сантиметра. Центральная часть, ну это еще без узора, 8,5. Сейчас добавится узор, будет немножечко, ну да, в принципе, также получается 8,5. Значит, сейчас я перейду к узору. Узор у меня будет простой. 3 петельки белым цветом, 1 основным цветом, 3 белым, 1 основным. Потом по изнаночной стороне мы будем вязать все по узору. В следующем ряду 3 основным, 1 белым, 3 основным, 1 белым. И опять повтор с первого ряда. Между двумя мотивами 2 ряда основным цветом. Так, значит, перешли на лицевую сторону. Боковые стороны также продолжаю провязывать я изнаночными петлями. Теперь первый ряд узора. Первую петельку провязываю. Подвязываю сразу белый цвет. Первую провязала основным цветом. Далее у нас 3 петли. Все я здесь вяжу лицевыми. 3 петли белым цветом. 1, 2, 3. 1 основным цветом. Все так будем чередовать и провяжем до конца ряда. Весь мысок. 1 основным, 3 белым. 1 основным цветом, 3 белым. 1, 2, 3. 1 основным. Вяжем так до конца ряда. Так, довязываю мысок до конца. Последние 3 петельки. И последняя у меня лицевая основным цветом. Теперь перехожу на боковую сторону. Провязываю все изнаночными. Перейдем на изнаночную сторону и будем все вязать по узору без изменений. Так, вяжу здесь все изнаночными. Перешли на изнаночную сторону. Боковые петли 8 петель я провязала изнаночными. Теперь переходим на мысок. Мысок вяжу лицевыми. Вяжем все по узору. Основной цвет над основным, белый над белым. Первая у нас основным цветом. Здесь ниточки переплели. Далее продолжаем 3 белых у нас провязываю все лицевыми. 3 белых провязали. Далее 1 основным цветом. Опять 3 белых, 1 основным. Чередуем. Так вяжем до конца мысок. И далее провяжем боковые 8 петель. Вяжем так до конца. Перешли на лицевую сторону. Опять провязываем боковые петли. 8 петель провязываю изнаночными. И потом будем вязать петли мыска. Так, 4, 5, 6, 7, 8. Провязали. Я перешла на 2 спицы. Теперь далее мысок. Первая основным цветом. Вторая основным цветом. Средняя петелька 1 белым цветом. Далее 3 петли основным цветом провязываем. 1, 2, 3. Средняя белым. Так чередуем до конца ряда. 3 петли основным цветом, 1 белым, 3 основным, 1 белым. 1, 2, 3.
1 белым. Закончим узор, провяжем 8 петель изнаночными, переходим на изнанку, по изнаночной стороне все вяжем без изменений. Так, провязали. Что у нас здесь дальше? 3 основным, опять 1 белым, 3 основным, 1 белым. Заканчиваем ряд. Так, что у нас? Заканчиваем 1 белым и последние 2 петельки. 2 петельки основным цветом. Переходим, осталось 8 петель боковых. Провязываю изнаночными, перехожу на изнаночную сторону. Изнаночная сторона, первые 8 петель провязала изнаночными, далее идут петли мыска, первые 2 провязываем основным цветом, все вяжем лицевыми по узору без изменений. Далее нить перекрутили, 1 белым у нас, провязываем ее. Далее что у нас по узору? 3 основным цветом провязываем. 1, 2, 3. Далее 1 белым. Нить перевели, провязали. Все, заканчиваем изнаночную сторону. Опять перешли на лицевую сторону. 3-й ряд узора сейчас у нас будет повтор с 1-го ряда. Значит, провязали боковые петли. Теперь что у нас здесь? 1 лицевая, мысок начался. 3 белым, 1 основным цветом. 3 белым, 1 основным цветом. Повторяем 1-й ряд. Все, на этом узор закончился. 3 белым провязали, 1 основным цветом. Между каждым вот узором я провяжу по 2 ряда лицевой и изнаночный основным цветом. Так. Один, 2, 3. 3 белым, 1 основным, 3 белым, 1 основным. И по изнанке возвращаемся, все по узору вяжем. Все точно так же, как мы вязали в 1-м ряду. Так, что у нас здесь получается? Вот так вот мысок заворачивается. Значит, с этим, надеюсь, понятно. Все, вяжем без изменений по изнанке, по узору, по лицевой стороне, через 2 ряда повторяем вот этот вот узор. Сейчас сколько я провяжу высоту? 1, 2, 3, 4, 5 раз. 5 вот этих вот узоров провяжу высоту, замеряю в сантиметрах, потом пойдем вязать дальше. Значит, сколько это у меня будет сантиметров? Я сейчас не помню. 12, 13, нет, больше. В общем, значит, довязываем сейчас до конца. Что у нас здесь? 3 белым, 1 основным, 3 белым, 1 основным. По изнанке возвращаемся по узору. Следующие 2 ряда провязываем основным цветом. И опять у нас идет повтор с 1-го ряда. Вяжем мысок. Раз, 2, 3. Все одинаково. Далее вяжем без изменений, только узор впереди. Вяжу. 1, 2, 3. Так, что у нас здесь? Последняя 1 осталась. И петельки, 8 петель боковых. Провязываем. Все, перешли на изнанку, вяжем все по узору. Закончила я вязать мысок. Значит, в конце я провязала еще 2 ряда основным цветом. Последний ряд все провязала лицевыми по изнаночной стороне, потому что боковые стороны буду вязать все лицевыми петлями. Значит, теперь в сантиметрах сам мысок 12,5 сантиметров, вот до отсюда. 41 петля у меня полностью с боковыми ширину 15, вот
Вот так вот. Если у вас размер больше, то вот эту вот часть, сам мысок, можно еще на пару рядов больше провязать. Значит, сейчас что я буду делать? Сейчас буду вязать вот эти вот боковые стороны, потом перейду на подошву, а потом в самом конце уже вот провяжу вот эти вот детальки. Так, теперь закончила. Боковые стороны у меня будут по 14 петель. Средние сейчас сделаю разъем, закрою средние петли. Значит, перешла на изнаночную сторону, провязываю 14 петель. Средние закрою и перейду на вторую сторону. Так, здесь я вяжу теперь все лицевыми. 14 петель провяжу. Так, 14 петель провязала. Теперь средние закрываю. По 2 петельки вместе закрываю. Закрываю, пока у меня здесь на спице не останется 14,5 петель. И буду вязать правую сторону. Все, закрыла последнюю петельку. Закрыли петли. Теперь продолжаю вязать. 14 петель у меня здесь осталось. Все вяжу лицевыми до конца ряда. Перешли на лицевую сторону и опять вяжу все 14 петель. Буду вязать нужную мне длину до пятки. Значит, опять все провязываю лицевыми, кромочную буду провязывать изнаночной. Провяжу 12-13 зубчиков и сделаю несколько прибавок. Вот смотрите, вот здесь провяжу 12-13 зубчиков, с середины боковой стороны начну вот делать прибавки. Сделаю через каждые 2 ряда 4 прибавки, увеличу вот этот вот сторону задника. Ну, я сейчас провяжу 12 рядов, к вам приду и будем делать добавки. Так, вяжу все лицевыми, кромочная, развернулась. И опять все точно так же. Эту можно взять на запасную булавку какую-нибудь, можно на спицы оставить, чтобы не мешала эта сторона. Все, продолжаю вязать лицевыми. Так, провязала я сколько сантиметров здесь, смотрите, 6,5 сантиметров где-то. Теперь буду делать прибавки через каждые 2 ряда по одной петельке, 4 ряда, 4 раза сделаю прибавки. Всего у меня в конце будет 18 петель. Теперь, не довязывая 2 петли до конца, добавляю одну. Все, прибавила. Далее 2 ряда провязываю. Через 2 ряда, 2-3 ряда опять сделаю одну прибавку. Далее все продолжаю также вязать лицевыми. Довяжу так до пятой, закрою петли и перейду на вторую сторону. Закончили вязать эту половинку, закрыли петли, добавила я вот, смотрите, петельки все. Так, что она у меня здесь в конце получилось в сантиметрах? 6 сантиметров получилось. Всего 11. Теперь переходим на вторую сторону. Точно так же аналогично вяжем эту сторону. Подвязала вот здесь с изнанки ниточку. Теперь вот здесь, чтобы у нас было все ровненько. Последнюю петельку сейчас я, чтобы дырки здесь никакой не было, набрасываю. И точно так же буду вязать. 2 вместе провязала, вот соединила их. Все, далее продолжаю вязать все лицевыми. Опять провяжу вот половину и начну делать прибавки. Довяжу до 5, закрою петли, нить обрезать не буду. Так, продолжаем вязать. Вяжем нужную нам длину. У кого размер больше, соответственно, примеряйте, и у вас вот эта вот длина будет больше.
Так, заканчиваем вторую половину вязать и перейдем к подошве. Закончила вязать вторую половину. Далее на круговые спицы, у меня спица номер 3. Я здесь закрыла петли, нить не обрезала. По всему слитку я наберу петли. Вот у нас середина. Следим за тем, чтобы количество петель с каждой стороны было одинаковое. У меня будет 63, одна посередине, и здесь 63. Так, теперь одна. Я набираю крючком, можно это делать спицей, кому удобно. Наберем петельки и обратный ряд по изнаночной стороне провяжу все лицевыми. Под двумя дужками захватываю ниточку, набираю петли. Вяжем. Провязала один ряд по изнаночной стороне лицевыми петлями. Пришла вот в начало ряда опять. Теперь сейчас я по стороне задника наберу петельки и провяжу один ряд. У меня будет 17 петель, я наберу. Так, опять все то же самое. Вот. Так, набираю петли и провяжу изнаночными. Это будет лицевая сторона. По лицевой стороне один ряд провяжу изнаночными. Потом провяжу все оставшиеся петли лицевыми и точно так же наберу на второй стороне и провяжу по изнанке лицевыми. И все, потом перейду к подошве. Так, набираем петли. Набрала петли, провязываю все изнаночными. Все 17 петель. Провязала все изнаночными. Теперь перехожу, все петли слитка провязываю до пятки лицевыми. Точно так же наберу по боковой стороне, опять же такое же количество петель наберем, и по изнаночной провяжу их лицевыми, и все. Тут нить обрежу и перейду к подошве. Значит, сейчас что я делаю? Все провязываю лицевыми, и с боковой стороны задника набираю петли. Так, вяжем. Так, что у нас здесь? Закончили обвязывать наш следок. Обрезала здесь нить, закрепила. Теперь перехожу к подошве. Значит, что у меня получилось? Вот такая вот деталь получилась. Теперь перевела вот спицы, смотрите, наперед. Средние 11 петель взяла на спицу. Начну вязать подошву на 11 петлях и буду ее потом расширять. Так, сейчас я спицы немножко перегоню. Значит, я закончила вязать. У меня последний лицевой ряд был по лицевой стороне. Теперь я начну вязать первый ряд по изнаночной стороне. Подвязала нить. Так, первый ряд провяжу все лицевыми петлями. Все провязываю лицевыми. Последнюю петельку буду соединять с петелькой с боковой спицы. По изнаночной стороне буду провязывать 2 вместе лицевой петлей. По лицевой стороне буду провязывать 2 вместе изнаночной петлей. Добавки на расширение я буду делать по лицевой стороне. Так, последняя петелька. Теперь петельку с боковой спицы. Провязываем 2 вместе.
лицевой провязала. Перешли на лицевую сторону. Так, теперь что у нас здесь? Первую снимаем. Одну прибавляю. Остальные все петельки провязываем. И перед последней петлей сделаю еще одну добавку. Значит, по изнаночной стороне буду вязать по узору. Добавлять буду, расширять по лицевой стороне. Сейчас все вяжу лицевыми петлями. Расширю, пока у меня не будет 21 петля на спице. В конце добавляю еще одну. А потом перейду на вязание со снятыми петлями. Так, последняя петелька. Провязываю 2 вместе изнаночной. Все, перешли на изнаночную сторону. Первую снимаю, остальные все провязываю лицевыми. Последнюю петельку провязываю вместе. Соединяем 2 петли. Так, пришла в конец ряда. Что здесь соскочила? 2 петельки провязала вместе лицевой. Опять лицевая сторона. Вяжу с прибавками. Расширяю мысок. Да что-то у меня голос пропал. Так, первую сняла. Что у нас здесь? Прибавка идет одна. Вяжем все лицевыми, расширяем. И также сделаю прибавку в конце ряда. Так, вяжем, расширяем мысок. Если нога широкая, то можно на пару петель шире сделать, больше добавить. Закончила я расширять подошву. Вот такое вот дело получается. Вот так вот это все. Так, теперь что буду делать дальше? Теперь перехожу на снятые петли. Значит, что дальше? Первую снимаю. Далее все петельки провязываю. Одна лицевая. Одну снимаем, не провязывая. Одна лицевая. Одну сняли. Одна лицевая, одну сняли. Так вяжем до конца ряда. Одну сняли, одна лицевая, одну сняли, одна лицевая. Так, предпоследняя одна лицевая. Нечетное количество петель по подошве. И последнюю петельку я теперь буду соединять с петлей запасной, с боковой спицы. 2 вместе теперь буду провязывать лицевой петлей. Все. Перешли на изнанку, все петельки провязываем изнаночными. Последнюю петельку буду соединять изнаночной петлей теперь. Все вяжем до конца изнаночными. Так, и последняя петля. Соединяем 2 вместе. Теперь изнаночной провязываю. Все сняли. Перешли на лицевую сторону и опять продолжаем. Первую снимаем. Одна лицевая, одну сняли. Одна лицевая, одну сняли. Все, так вяжем до конца ряда. Последнюю петельку соединяю по лицевой стороне лицевой петлей, по изнаночной изнаночной петлей. Так буду вязать, пока не закончатся вот все петли. Вот я петли пятки отделила маркером. Значит, довяжем вот до конца, провяжем всю подошву. Так, провязала, сняла. Одна лицевая провязала, одну сняла. Так, вяжем подошву, заканчиваем. Довяжу до пяток, к вам вернусь. Там немножко по-другому будет. Так, ну сейчас еще непонятно, но развяжется, будет видно. Будет плотная довольно. Закончили вязать подошву. Значит, я не довязала по подошве. Вот у меня осталось по одной петельке. Вот после маркера у меня петли, которые я по 17 петель оставляла на пятку. По одной петельке не довязала. Теперь пятку я сейчас буду вязать на средних 13 петлях. Для этого что я сделаю? Значит, у меня здесь 21 петля. Я по 4 петельки переброшу на боковые петли. Ой, на боковые спицы.
на средних 13 петлях буду вязать пятую. Так, 13 и 8, это будет 21, все правильно. Я закончила вот здесь последнюю петельку, соединила. Теперь что я сейчас сразу сделаю? 4 петли сюда забираю. 1, 2, 3, 4. Так, по изнанке сейчас я провяжу. Провязываю 4 петли. 1, 2, 3, 4. Далее провязываю 13 петель. Это у меня на пятку будет идти 13 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И вот она, 13-я, последняя. Я ее соединяю с петелькой с боковой спицы. 4 петли перебросила, соединяю изнаночной петлей. 2 вместе провязала. Теперь разворачиваюсь. Буду брать разные спицы, чтобы более было понятно. Опять провязываю 13 петель. Первую снимаем. Дальше вяжем по узору. Одну провязала, одну сняла, одну провязала, одну сняла. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Вот они, 4 петельки остались у меня. Я 2 вместе провязываю, закрыла. Все, сейчас вот эти вот сразу сброшу на боковую спицу. Все, теперь по методу пятки провязываем все вот эти вот петли. Вяжем. Далее точно так же, как я вязала подошву, продолжаю вязать. Если, опять же, я говорю, нога широкая, то можно и 15 петель оставить, смотря какая у вас пряжа, какой размер. Я оставила 13. Нормально. Так, 2 вместе, закрыла. Все, развернулась и продолжаю дальше. Продолжаю вязать, закрывать далее петли пятки. Теперь смотрите, я дошла, вот у меня последняя петелька, которая у меня оставалась с подошвы. Значит, сейчас что я сделаю? Снимаю маркер и сразу закрою не 2 петельки, а 3. И уменьшится немножко высота. И вот здесь, чтобы не было проема, сразу я их 3 вместе закрою. Вот этот переход с подошвы на пяту. Сразу 3 петельки провязываю. Вот 3 вместе. Все подтянула. Так, теперь вяжем до конца ряда. И точно так же сделаю здесь. Первая, вторая, третья. 3 вместе. Потом буду продолжать далее вязать, как обычно, по 2 закрывать. Так, пришла в конец ряда. Маркер сбросила. Так, теперь первая, вторая, третья. 3 вместе. Провязала лицевой. Все. Соединила. И дальше на 13 петлях заканчиваю, соединяю все петли с боковых спиц. По 2 петельки продолжаю вязать, закрывать. Закрою до конца все петли. Довяжем до конца пятку. Закроем петли и перейду к обвязке. Так, все, теперь здесь у нас что? 2 петельки. 2 петельки вместе. Закрыла изнаночной.
Видите? Ой. Хотела растянуть, показать, и слетела спица. Спица, петля. Ах, ах. Вяжем, закрываем пятку. Так, закончила я вязать пятку. Закрыла все петли. Вот такой вот тапок получился. Вот такие вот боковые стороны. Вот так вот это все выглядит. Фас-профиль. Так, далее, что я буду делать? Сейчас весь вот этот вот верх обвяжу крючком. Крючок у меня маленький, номер 5, 1,50 миллиметров. Это нужно будет все собрать, чтобы это было плотно, чтобы он не слазил с ноги. Теперь пройдусь один раз столбиком без накидов, а потом еще 2 раза укрепляющей строчкой. Обычным способом. Я не великий специалист в крючке, поэтому обвязываем. Один раз пройдусь. Так, второй ряд. Один ряд обвязала крючком. Второй ряд, что я сделаю дальше? Смотрите, теперь вот у нас образовалась косичка такая по самому краю. Ввожу крючок под дужку. Протянула. Опять под 2 петельки под дужку ввела крючок. Захватила ниточку. Такой шов прокладываю по всему слитку. Подтягиваю. И будет плотный край. Растягиваться сильно не будет. Так, сейчас этот ряд пройду весь. И еще один ряд точно так же пройду по верху. Захватила, вытащила, протянула. Такой плотный край будет. Значит, идем сейчас обвяжем. Вот такой шов проложим до конца. И третий раз еще раз пройдусь. И на этом будет все. Можно здесь, конечно, кто с крючком не дружит, но здесь все очень просто. Здесь даже если не дружите с крючком, вот один раз прошлись и вытягиваем, прошиваем, так сказать. Можно просто сделать, вот как я в предыдущих видео изнаночными петлями коротенькую такую на сантиметр бейку вязала. Можно здесь такой бейкой провязать тоже. Так, обвязываем. Так, прошлась я, шов проложила. И третий раз, еще один раз пройдусь, точно такой же шов сделаю. Теперь вот по самому краю, вот за крайнюю дужку. Вот мы шов проложили, вот он проходит у нас шов. Теперь вот смотрим, вот дужки проходят по краю. За одну теперь беру и опять точно так же прокладываю вот такой вот шов. Так, продолжаю вязать. Вот крайняя дужка. Протягиваю ниточку. Все, цепочка такая у нас идет двойная. По краю получилась вот такая вот двойная плотная обвязка, смотрите.
Можно пощупать, довольно-таки плотная. Так, где у нас тут? Только это ж внимательно. Вот самая последняя, одна дужка. Так, все, заканчиваем с обвязкой. И останется у нас сделать впереди пряжку и отворотик. Это уже быстро будет. Еще раз. Вот так вот. Так, заканчиваем, обвязываем. Закончила делать обвязку верха тапочка. Вот такая вот обвязка получилась. Теперь буду сейчас делать отворот. Вот этот вот. Значит, вот первый ряд зубчики у меня проходят. Я 2 ряда вязала зубчиков. Теперь под каждую петельку я буду набирать петли. Всего у меня будет 25 петель. И провяжу 10 рядов в высоту всего. 5 зубчиков будет. Так, где у нас первая петелька? Вот она. Так, сразу нитку запутаем. Вот так по одной наберу петли. Так, сейчас их на спицу перенесу. Так, все по одной, так самую крайнюю. Так, нитку запутаем. Наберем петельки и все буду вязать лицевыми. Так, набрала петли. Вот так вот. Теперь развернулись. Все провязываю лицевыми. Каждый ряд буду вязать лицевыми. Здесь плотно вяжите, чтобы не было просветов. Теперь. И все. Сейчас перейдем на лицевую сторону. Точно так же продолжим вязать лицевыми. Смотрите. 1, 2, 3, 4. Четвертый зубчик у меня будет. Я сделаю убавки по лицевой и по изнаночной. И на пятом ряду, пятый зубчик, я по лицевой стороне закрою петли. Значит, сейчас вяжу, дойду до убавок, к вам вернусь. Провяжу 4 грядки. Провязала 4 ряда. Теперь, если хотите вот эту вот деталь, чтобы она была повыше, можно еще 1-2 ряда провязать. Так, теперь первую убавку, вот первую сняла, сразу 2 вместе провязала, убавила. И точно так же сделаю в конце ряда. И потом еще раз по изнаночной стороне, и следующий ряд я закрою. Так, пришла в конец ряда. И точно так же закрою здесь 2 петельки. Последняя изнаночная, кромочная. Перешла на изнаночную сторону. Первую сняла. Опять 2 закрыла. И точно так же в конце ряда. Перешла на лицевую сторону. Все петли закрываю. 3 вместе сразу провязала. Срезала уголок. Далее по 2 закрываю.
Закроем до конца все петли. Вот такая вот деталька получается. Закончили вязать отворот. Вот можно вот здесь в уголках прихватить ниточкой, закрепить, чтобы не отворачивался. Вот так. Значит, теперь что дальше? Я уже сразу связала, потому что здесь все просто. Смотрите, наберем 7 петель. Все свяжу лицевыми петлями в длину, вот такую вот деталь провяжу. 25 зубчиков у меня всего, 25 полных рядов. Ну, если размер большой, то у вас и деталь эта будет большая, 10,5 сантиметров. В предпоследнем ряду в конце по 2 петельки я убавила, чтобы вот так вот закруглить хвостик. Ниточку здесь оставляем подлиннее. Можно сразу набрать сбоку петли и провязать вот эту вот полосу. Я сделала ее отдельно. Сейчас вот так вот прикладываем. Вот этой вот ниточкой прихватываю здесь, пришиваю. И все. Вот вам пуговичка. Можете выше, можете ниже, кому как нравится. Все, девочки, на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, всем легких петелек. До новых встреч. Поддерживаем канал комментарием, лайком и подпиской. Всем спасибо, пока-пока.